Ребята, привет! Сегодня прилетело обновление карт. И в этом обновлении появилась вот такая вот интересная иконочка. Называется Пасхальный Блиц с какой-то молнией. Собственно говоря, мы этот режим сейчас и протестим. А я знаю, что это будет турнирчик, потому что приходило оповещение и в группе в ВК тоже ребята писали про этот турнир. Открываем, смотрим, что нам предлагается. Добро пожаловать на пасхальный Блиц турнир. Это турнир на выбывание для 4 игроков. Выберите колоду и сражайтесь до последнего за лучший приз. Ну, скажем так, с призом здесь разработчики, мягко говоря, подкачали. Первое место это 5 вот этих чеканных монеток. Чтобы поучаствовать, платишь 2, и того там плюс 3 всего лишь добавляется. Ну, как бы оставим на совести разработчиков, но поучаствовать обязательно поучаствуем. Обратите внимание, что если вы покидаете турнир между играми, вы автоматически проигрываете свои игры. Наслаждайтесь. Наслаждаемся. 2 монетки у нас, естественно, списываются. Естественно, мы играем колодой СССР. И ищем врага. Я надеюсь, враг не заставит себя долго ждать в подборе. Как раз враг обнаружен. Ник Маслоу. Ник Маслоу. Будем биться до победного. Сталинград против Сталинграда. Ух, наш первый ход. Соответственно, карт у нас поменьше. От меча мы, я думаю, оставляем. Дабы потом забустить там количество наших карт на руках. Ну, все остальное не знаю, под сомнением. Как-то так выпало. Многое зависит и в том числе от того, что выпадает изначально, что потом у нас там из колоды прилетает в руку. При всем при том, приветствуем Ника Маслоу. Штаб у него хороший, Сталинград. Сталинградскую битву часто называют переломным моментом Великой Отечественной войны. Ну, как-то так. Посмотрим, какой будет расклад. Я так понимаю, для победы нужно победить в этой партии. Ну, для победы вообще в этом турнире. И потом еще в одной. И очень бы даже хотелось посмотреть, что ж там такое будет. Что там они придумали. Но что-то мне подсказывает ничего особенного. Судя по тому, какой там приз нарисовали за победу. Как бы так. Мы выставили охранника, в свою очередь противник выставляет 42-й стрелковый полк, очень опасная карта, имеет эффект засады и в начале хода полностью восстанавливается. Я думаю, мы прям сразу от него избавимся и в наступление. Кстати, вот не видно ни званий, ни рангов, ничего нет. Скорее всего, подбор в турнир абсолютно какой-то рандомный. О как, есть у него, оказывается, второй такой же человечек. Ну, наверное, мы и второго потянем туда же. А нет, не потянем. Тогда поступим следующим образом. А не потянем почему? Потому что у него эффект засада. А, нет, почему не потянем? Что я гоню? То есть, если бы у нас было 3 здоровья, то мы бы его не потянули. А так, очень даже избавляемся от него. Долой, не хочу видеть, не хочу видеть, не хочу знать. Сопротивление, как говорится, бесполезно. Удивляй.
Единичка, единичка. Как быть с этой эпидемией? Это пушка, артиллерия, вражеские воздушные, 2 к стоимости использования. Вот оно нам надо. Вот оно нам надо. Оно нам не надо. И еще у нее на данный момент дымовая завеса, поэтому как бы атаковать мы ее не можем без вариантов. Поэтому пригрозим по штабу, выведем нашего засадливый стрелковый полк и вперед к победе. Победа любой ценой. Эффект у него дымовая завеса, естественно, слетел после того, как он сделал выстрел из вот этой зенитной пушечки. Уничтожает все ваши отряды. Это была выжженная земля. Ну, давай попробуем дальше наступать. Ох, и зря я это сделал. У нас, по-моему, стоимость использования повысилась. Я что-то не обратил внимания. Повышает стоимость на 3. Та-та-там. Лучше бы, наверное, было что-то выставить. Ну да ладно. Все, что не делается, делается у нас к лучшему. И любые принятые решения ведут однозначно к победе. Во всяком случае, будем на это надеяться. Так, итого у нас значительно выросла стоимость использования вот этих 2 карт. Хотя, в принципе, мы можем прям ими и продолжить нашу атаку. Просто, если сейчас рассматривать другой вариант, в принципе, нам бы желательно выставить пушку, так как эта пушка наносит тройной урон танкам. И все-таки чпакнем. А разочек. И еще разочек. В этом турнире и, собственно, непонятно, какого ранга, какого звания соперник, который сражается сейчас против нас. И это еще добавляет какой-то интриги. Непонятно, что у него на уме. Как он играет, какие карты. Продумано, не продумано. Ну, будем все смотреть. Пушку, да, пушку продумано. Уничтожил, потому что в следующий бы ход пушка вот этому танку с двойной броней занесла бы не слабо. Она бы его не упаковала, но подзанесла бы ему нормально. Что мы предпримем дальше? Мы, скорее всего, вот этот танчик, ну, по-хорошему нам бы надо увести, но тогда у нас не хватит ни одного кредита, чтобы сделать атаку. Потому что здесь 6, здесь 4, и как бы это все так себе. Но от этого деваться, наверное, некуда. До свидули. Ожидаем ответной реакции. Тем временем у нас уже кредиты до 9. Охранничек. Охранничек, ну, такой себе. Слабенький охранничек. Вот как-то он удачно повысил стоимость использования вот этих вот 2 карт. Укрепленная позиция. Выбранный не видел такую карту. Это кто? Это французы, что ли? Выбранный отряд блокируется, его стоимость повышается на 2. Вот все б ему стоимость повышать, а? Так, 4-4 вижу. Эх, плохо, что не 11 кредитов, еще бы по двойке каждому. Но 8 кредитов мы используем в штаб. Будем беспощадно расстреливать его. Штабецкий. Турнир.
турнир. Между прочим, первый раз принимаю участие в таком мини-турнире. Ни разу даже, по-моему, иконки никогда не видел такой. По этому поводу. Ну что, тут у нас появился засадой охранник 4-4. Надо чем-то его усмирять. Я так думаю. 4. Так. 4-4-4. Ну никак. Ваш штаб плюс еще даун добавил своему штабецкому. Причем плюс 8. Откуда вообще такие карты? Я их не видел ни разу. Либо... ну да, там даже, то есть, на выбор было. Либо берет 2 карты. Ну, хорошо. Что по этому поводу думаем мы? А думаем мы очень просто. Бамс. И подкрепление. Живи, танчик. Ты нам еще пригодишься. Панцер. Панцер отличный немецкий танк. Когда выводишь на линию поддержки из руки, можно убрать любой из отрядов. Ну, там, перед этим мы это и сделали. По 5. Хорошо, хоть одному пятака дал. Чем двигать дальше? Вроде и карт-то у нас как бы немало, но как-то вот... Ну, орлиную однозначно. Нам нужно ухлопать пушку. И поставим, наверное, охранника. И меж тем у него-то карты кончаются. У него 2 всего карты-то осталось на руках. Еще и вот так вот сделаем. Контрмеры. Когда противник размещает отряд, тот получает 3 единицы урона. Это нормальная тема, он по-любому будет размещать. Правда, его полностью не убьет, но это нам подможет, так сказать. Теперь, как мы поступаем? А, наверное, поступаем мы вот так. Этот умрет, да? Но это смертник. А потом он танчиком-то к нам подпрорвется. Нам бы тоже не помешал танчик. 7 убивает. Ну, в принципе, тут я даже не знаю. Особо и думать, наверное, не надо. Хотя я могу и ошибаться, но... Будем делать как-то так. Тут, если что, он встретит его Т-34 с броней. Ну, у этого 2 брони. Прям такой мощный. И, по-моему, его нельзя атаковать. Да, нельзя не заблокировать, не атаковать артиллерией. Воздушными также нельзя его атаковать. Но тут будет размен, наверное. А, он его еще и подвылечил. Тогда размена не будет. Так, что можем сделать? Можем взять, в принципе, картинок. Пам-пам. Сделать вот так. Ага. Но дело в том, что если я охранника размещу, вот это не посчитало ему как урон. И его не убьют. Что вот это делает? Засада. Засада. Па-па-пам. Ладно. Давай как-то так. Раз мой ход, раз торопит. Да, игра отличная. Под самолетик этот у нас есть горящее небо. 4 урона сходу. Что у него? У него добавилась мобилизация. Это прям вообще нехорошо. Нехорошо и никак не может эта история нравиться. Причем
что сейчас происходит. Мы, наверное, возьмем еще 2 карты. Вот это мне прям нравится от меча карта. Еще и 2 молота дала. Она мощная. То есть набираешь столько же карт, сколько у противника на поле боя. Прям... Это прям очень круто. Бамс! Так-то. Ну, тут да, тут то ли соперник не очень, то ли у него не складываются карты. Здесь победа, честно сказать, была легкой. Тут даже особо и думать не приходилось. Меж тем, у товарища Ника Маслоу техническое поражение. Я так понимаю, мы сейчас ждем Корвин Локсли. Корвин Локсли. Зимняя обстановочка на поле боя. Пасхальный блиц. Штаб Москва. Тоже советы. Как-то нам прям сегодня на совет. И опять ходим мы первыми. Почему мы постоянно ходим первыми? Понятно. Какой-то сомнительный рандом. Поприветствуем Корвина Локсли. Ходить нам пока нечем. У нас кредитов не хватает. У него даже вон рубашка на картах, как у меня. Вот это я чувствую, жаркая будет битва с товарищем Корвином. Не просто победа дастся. Теперь вот всегда задумываюсь, чем вот эту вот эпидемию... Вот когда Катюша у меня, я кайфую. С Катюшей классно. Она, правда, хоть и рандомно, но может 2 поддать. И рандом у нее такой интересный, конечно. Но тратить молот 6 единиц на нее неохота, поэтому 2 по всем. До свидания, Катюш. Самолетик, еще и бомбардир, еще и с каким-то умением. Способности при размещении не срабатывают. То есть это какая-то контрмера у него. Способности при размещении. Что бы это могло значить? Но в любом случае, как бы он 2, не получая урона, у нас вот этого-то он уничтожит. То, что мы сейчас поставим охранника, тоже погоды нам как бы не сделает. Молотом мы его чпафнуть не можем. И даже непонятно, как поступить. Этого он также заберет. Но... Пара-пара-пара-пам. Сложная ситуация. Ладно, будем разыгрываться. Может быть, горящее небо следующую раздачу нам как прилетит. Или там у меня еще есть прикольная немецкая карта, 4 единицы даст на отряду, любому отряду, находящемуся на линии поддержки. Ответный ход, товарищ Корвин Локсли. Ну, это было ожидаемо, ничего удивительного в этом нет. Вот этот блицовый. Блиц и дымовая завеса. Это как-то очень даже неплохо звучит, но погоды он нам особо не или сделает. Как-то так попробуем. В любом случае бомбардир ни того не уничтожает. А этот с дымовой завесой у нас здесь размещен. Тоже призадумался наш противник-то.
Видать, ситуация складывается как-то так же интересно. Ну, охранник, да, ожидаемо. Охранника, в принципе, вот этим мы сейчас затащим, этого охранника. Та-дам-с. Отлично, до свидания, охранник. До свидания, бомбардир. Петляков, пешка. И еще у нас картиночка смятения добавилась. Это хорошо. Не получив урона, или даже мы можем чего сделать? Мы можем вот так вот поднагнать жути. Вот. Вот. О чем я говорил. И бойся, Корвин. Пригрозим. Но у нас карт мало. Маловато карт. Это не так, как в первой партии было. У него там карт вон 8 штук. У нас всего 3. Но 3 на поле. И есть шанс, что выпадет какая-нибудь карта, которая позволит нам без очереди потянуть из колоды сколько-то еще карт. Если это будет пролетарий, то это будет 2 карты. Если это будет карта другая, то равное количество отрядов на поле боя. То есть как-то будем выкручиваться из этого всего. А дальше? А что дальше? Что дальше? Поставим яка. Будем ставить яка или не будем? То, что я возьму вот сейчас смятением этот отряд, в принципе, роли никакой не сыграет. А вот як, наверное, нам нужен. И все-таки двину я вот этого товарища вперед. Да. Может и неправильно. Не претендую на великого специалиста в игре Cards. Я также только учусь, по сути дела. И тоже у него эффект блиц и дымовая завеса. Как бы нам так тактично, технично истребить бы этого охранника, а? Вот все я думаю, никак не придумаю. Наверное, Туф-туф-туф. И все равно он остается жив. Туф-туф. Ну ты подумай, а. Ну ладно, в любом случае нам хорошо, у него забита линия вот эта, околоштабная. В принципе, разместить может. А, ну теперь уже 2 карты. А там может кто-то под смятение попадет. Тут расклад разный. Еще что-нибудь из колоды выскочит. Нарядное. Плюс охранник у нас есть тяжеловесный. Если что. Критический удар. Это вот дура будет каждый, когда враг берет. То есть, когда я беру карту, это дура будет каждый раз 2 в штаб делать нам. Это нам прям не нужно. Мы сейчас попробуем ей увалить вот этого. Ага, попробуем. Не попробуем. Пам-пам-пам. Потому что она стоит более 3 кредитов. Тогда мы делаем как-то так. Добиваем ее. Ту-ту-ту. Вот эту берем. А, толку не будет. У нас кредитов не хватит, всего 3. То есть только воспользоваться этой картой. В следующий раз воспользуемся.
А вот и, кстати, пролетарии. Вот нам бы, да, на руки потянуть 2 карты. Это сейчас прям очень нужная история. Но тут надо будет выбирать. Охранника нам по-любому надо ставить. Герои Советского Союза. Какие-то элитные отряды. Какая-то броня, охрана, атака невозможна. Жуткое дело. Так, так. Тогда. Как нам быть в этом случае? А что, если мы возьмем вот этого под контроль, ухлопаем вот этого, но охранника тогда уже поставить не сможем. А так мы только охранника можем поставить. Одно из двух. Ставим охранника. И будем посмотреть, что будет дальше. Ну, изначально, что-то я так понял, бой будет не легким, жарким, тяжелым, потным. Ну, попотеем. Ради вот тех там 5 чеканных монеток-то. Ну, тут, наверное, не ради монеток. Хочется все-таки посмотреть, что там будет, когда будет победа. И вот теперь он замотает вот этими единичками, я так думаю, да? Нужно что-то с этим делать. Что мы можем придумать? Ну, я так думаю, есть смысл нам сейчас потянуть картишки. Посмотрим, что там еще нам может выпасть. И разыграем как-то вот так. Уходить, уходить. Но опять же он вот эту единичку потом выведет и застолбит линию фронта. Плюс он его же сейчас опять поставит туда. Такое себе. А, так тут еще и молот. Нате. Нате, получите. Вообще не прикольно. Плюс 2 карты. Корвин Локсли. Корвин Локсли не хочет проигрывать, я смотрю. 7-5, 2 танка, 2 танка. А почему бы и нет? 1, 2. Давайте, ребята, развалите там эту всю кухню. К хренам собачьим. Нет пока у меня никакого варианта изничтожить вот этого. Как-то будем по-другому прорываться туда. Ну, я даже чуть-чуть, наверное, примерно сейчас знаю, как мы линию фронта все-таки займем, но тут еще опасный вот этот стрелковый 17-й полк. Бамс. Бамс. Что дальше, спросите вы? А дальше мы движем на линию фронта. Мы движем воевать. Мы движем убивать бронепоезд. И убивать штаб. Но план такой. План такой. Ох ты, как он я, ага. Шлепнул, можно сказать. Даже вот шанса на подкрепление. У меня была надежда, что они тут останутся вдвоем в живых, но не остались. И вот теперь нам нужно бы вот этого садануть, но он под охраной. Он под охраной. А в следующий раз он уже станет 7-7.
И тут как бы такое. Так. 3, 5, 5. К сожалению, у нас 12 всего кредитов. Ну так он тут получается, что у нас? Вот этого нам нужно как-то точно забирать. Блин, жертвуя таким мощным танком. Либо же как-то так. А что поставить? Но он потом, конечно, станет вообще непобедимым. А этого мы и добить-то не добьем толком. Блин, он еще и 5. Так бы взяли его под контроль и тыц туда. Но так не получится. К сожалению. Так, вылечим нашего вот этого бравого. Возьмем еще одну карту. И вот она нам как раз таки и нужна. И, наверное, затащим вот этому. А то время идет, а мы ничего не предпринимаем. Тут еще вот этот самолетик покоя не дает. То ли дело в режиме кампании. Время не идет. Такой можно все обдумать, все продумать. Но время тоже нормально. Время подстегивает побыстрее соображать. 2 Т-34. Это прям очень опасно. Очень опасно, очень нехорошо. Но во всяком случае, одного из них, наверное... ни одного. Никакого нельзя будет под контроль взять. Все, кончился контроль. Мы, наверное, возьмем сейчас Як-9 под контроль. Садим вот этому, попрощаемся с ним, добьем потом Катюшкой. Что-то как-то так, наверное. 3, 2, 5. Хотелось бы еще карт, конечно, натянуть. 3, 2, 5 плюс 2 это 7. 1, 8 и 4 тянем. Да, наверное, у нас все получится. Так, и 8. Получилось, что называется. Не получится. Я не учел, что у него он 5. Так, тогда. И этот тоже мы не возьмем. Ни при каких раскладах. Пум-пум-пум. Сейчас буду ошибаться теперь. Наверняка. Это уже лишь бы походить. Но при всем при том, Катюша вроде как 2 тащила ему. Это неплохо. Попрощаемся с Катюшей. И в свою очередь ставит Катюшу наш соперник. Плюс добивает самолет. Вот этой картой мы этот бронепоезд заберем. Я так думаю. Накинем вот этому товарищу. Вот это и до свидания, скажем. Кому еще мы скажем до свидания сегодня? Скажем до свидания. Вот. Или не тратить. Ну, тут только так. Кого-то под контроль бы взять и кого-нибудь еще уничтожить. Так мне вот и хочется этой картой воспользоваться. Ну давай. Что давай? Давай вот этого. И нормально получится. Тыц. Тыц. Ага. И поставим мощненького. Вывели. 95-й стрелковый полк. Потный бой. Переживательный.
Ну, 4 карты, блин, классика. Не факт, что у него получится что-то сейчас придумать, но может и получится. Тут такое дело непредсказуемое. Иногда с единичкой в штабе. Подвижная оборона. 2 Т-70. Это 2 охранника. Уже сложнее. Чтобы зарядить в штаб, нам нужно и избавиться от них, от обоих. Да, да, тем временем начал по штабу поддавать. Так, ну с этим-то все понятно. Ну, избавимся от того, чтобы он нам по штабу поддавал, поставив, наверное, охранника. Избавимся мы. А по-любому от них избавляться. Я просто не хотел очищать ему линию поддержки, чтобы она забита была. Но так мы по штабу не сможем валить ему. А нам это бы и надо. 1, 1. И болтун, находка для шпиона. Когда разместит какую-то карту, минус 3 к защите. Ну, у него минус 3 будет. А разместит он сейчас по-любому что-нибудь. Тут ему уже обороняться. И охранник, если это будет, если сразу ухлопает этой карты, это прям будет по красоте вообще. Да-да. Здрасте. Здрасте. Дальше. Ну, тут еще 10 кредитов. Да. Уничтожил он наш танк. И плюс еще поставил вот штаб под охранку. Да еще и с засадой. Но засадливый у нас тоже есть один. Непросто, да. Противник не так уж и прост, как кажется. Нам бы орлиную хватку сейчас всем по 2 и танчиком бы добили штаб. Ну дай. И нет. И нет. И не хочет. Никаких тебе типа орлиных хваток. Вот. Выживай как можешь здесь и сейчас. Так, минус 3, 3, 2. Он его убьет. Но... Так, а так... 2, 4. Он его тоже убьет. Но что-то с этим делать надо. Ох, и зря я, наверное, так. Но ладно уже. Погнали. Карт у нас маловато. Карт. Но почему не орлиная хватка вот в прошлый раз? Было бы чудесно. Он бы сейчас всех бы унес с этой линии. Охранять бы уже было некому. И мы бы тыц-тыц и там. Но это было бы слишком легко, да? Наверное. Да, опять у него какие-то эти... Что такое? Что это так? Наносит двойной урон штабу и танкам. Да чтоб тебя, что за эпидемия? Ну, его-то, если выживет пушка, мы похороним. Но тут еще опять этот бронепоезд, который по совместительству охранник. Так, а бронепоезд мы можем шатать. Это мы сделаем так, 5. Нет, не можем. 5-1. 5-1. И этому 4. Блин, не так, не так. А этому 5. А у этого двойная броня, да? Ну. И как же быть? Наверное, все-таки это будет бронепоезд. Он ближе к штабу. Бамс. Возьмем, пожалуй, еще одну карту. Ага. Вот от этой эпидемии мы избавимся. Выходим. Выходим, не стесняемся. Бомбардир. И
И иногда, наверное, все-таки нужно постоять и не предпринимать никаких действий больше. Пусть. Посмотрим, как он разыграет здесь. Бомбардира жалко. Ну да, бомбардир. Но я так примерно и думал, что он его недолго. Дальше. Что дальше? Тут-то осталось 4-2. Вот этим вот этого. И в принципе... Ага. Но это все уже бесполезно. Чувак. Хороший день, чтобы умереть, Корвин. Мы, значит, вот этого чпафнем. Охрана со штаба слетает. Бамс. Бамс. И у нас победа в турнире в кармане. Та-та-да-дан. Ну, я, честно сказать, не думал, что эту партию затащу. Но это победа. Ура! Ура, товарищи! Веторезов победил, взял какой-то кубок. Сейчас там нам монет еще накинут. Я проконтролирую. Здесь 883 было. Должно стать 888. Нормально. Хорошее число. Забираем. 5 золота. Пасхальный блиц. А где? Где? Не прибавилось. 883. Ну, потом пересмотрю запись. Может, они прибавились до того, как они появились на экране. Но что-то тут не то. Потом в комментарии под видео напишу, добавились или нет. Или вы напишите. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пожелаю побед. Не только в картах, а по жизни. Смотрите ролики. Ролики еще будут по картам. Я уже говорил, пару роликов в неделю буду делать. Еще нужно до конца пройти режим кампании советской. Вот. Ставьте лайкосы. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых встреч в эфире.